Роутер от Asus AX52 новинка. И вы скажете, а чем он отличается от AX53? Выглядит так же. Ребят, отличается. Немножечко улучшили и немножечко изменили функционал. Поэтому роутер Asus AX52 на канале Технозон с обзором. Поехали. Слушайте, но честно вам скажу, когда-то у меня был AX53U, назывался. В нем был USB, в данном варианте USB нет, это AX52, но что же они сделали? Они убрали этот USB 2, поменяли процессор на более интересный и увеличили зону покрытия. У меня есть чем сравнивать, я X53 пользовался достаточно долго, и этот роутер на моих тестах показал более лучшую зону покрытия, потому что я уже использовал его в своей студии. То есть у меня 84 квадрата студия, и X53 в некоторых местах, даже 2.4 у меня провалилось практически до нуля. Здесь мы и в 5 ГГц, и в 2.4 получили нормальную зону покрытия. Вообще данный роутер трудно расценивать как мега, ультра крутое решение. Нет, это обыкновенный бюджетный роутер, который можно использовать для домашнего использования, для расширения меш-сетей. Да, он поддерживает меш-сети. При этом это 5 гигагерцовый Wi-Fi 6 роутеров, хотя и без 160 МГц, но Wi-Fi на 80 МГц 5 гигагерцовый показывает максимальный гигабит, который может этот роутер сделать. И мало того, он еще и поддерживает Double WAN. Мы как раз и будем показывать, как он будет работать на двойном WAN подключении. Это значит, что вы можете на него завести два провайдера по 1 гигабиту, сделать балансировку нагрузки, и он будет раскидывать ваши, скажем так, устройства между двумя провайдерами, или сделать отказоустойчивость, когда он будет резервировать подключение. Но давайте перед тем, как мы перейдем на сайт производителя, подпишемся на мой канал, нажмем колокольчик, и ссылки на продавцов лежат в описании под видео. К роутеру вернемся позже на распаковке, а сейчас мы с вами видим сайт. Это фирменный сайт Asus, и мы видим сразу AX1800, это индекс скорости, двухдиапазонный Wi-Fi 6 с поддержкой 1024 кам, поддержка MU-MIMO, OFDMA. Кстати, сразу говорю, здесь есть beamforming, хотя они об этом не заявляются, так чисто в открытом каком-то моменте. BSS Coloring — это фишки того же самого Wi-Fi 6. И, кстати, здесь можно, знаете, как даже зацитировать. BSS Coloring, которая повышает эффективность Wi-Fi соединения даже в многолюдных местах. По сути, если говорить очень простым языком, то каждый пакет подкрашивается и не путается даже вот на близких или на тех же самых каналах разные роутеры, не путаются пакеты. То есть обычно как роутер потом берет пакет, анализирует, откидывает, и это очень сильно мешает. А BSS Coloring технология позволяет нам конкретно роутерам принимать свой подкрашенный пакет. Вот почему он называется Coloring. Это подкрашенный, цветной пакет. Также он поддерживает WPA3, правда персональный, не Enterprise. Конечно же, поддержка Mesh. А вот в технических характеристиках все более интересное у нас есть. У нас есть, смотрите, поддержка 802.11a, B, G, есть N, AC и AX в 2.4 и в 5 ГГц. То есть у нас и 2.4 работает в Wi-Fi 6, и 5 ГГц тоже работает в Wi-Fi 6. Максимальный коннект в 5 ГГц 1200 мегабит, и мы его получим. И максимальный коннект 2.4 574 мегабита тоже мы его получим. MU-MIMO формула в 2.4 и в 5 ГГц 2 на 2. Здесь новый двухъядерный 1.3 ГГц процессор, и память у нас 128 мегабайт флеш и 256 мегабайт RAM. В принципе, тут больше нам смотреть нечего. Мы уже дальше с вами перейдем на распаковочку, а потом сделаем тесты и выводы. Переходим. Распаковка, двапаковка. Вот такой вот роутер у нас. Давайте вскрываем. Ножичек уже притупился, кстати. Так, RT AX52. Облегченная версия. Это когда называется чуть более мощнее и немного дешевле. Интересное решение на самом деле. Я использовал RT AX53. Это более дешевая версия и при этом более мощная. Смотрите. Тот же самый AX1800 двухдиапазонный. Что у нас сзади написали? Ну, здесь то, что он поддерживает Mesh, это само собой понятно. Это очень удобно. Есть приложение, тоже очень хорошо. И смотрим. Опа! Вот такой вот малыш.
Практически тот же самый форм-фактор AX53, маленький, удобный, слушайте, да, прикинь, с креплениями на стену, у меня часто спрашивают, крепление на стену для роутера есть, вот так вот, 4 антенки, сзади у нас 3 LAN J45 по 1000 мегабит, 1000 мегабитный WAN, кнопка включения-выключения, VPS кнопочка, и спереди у нас вот такая вот диодная панель. Кстати, очень неплохо сделано у нас охлаждение. Смотрите, диффузоры охлаждения снизу захватывают, сбоку выкидывают. То есть у нас получается такой вот захват и выброс, скажем так, горячего воздуха. Очень интересное решение. Есть у нас патчкорд, есть у нас вот такой вот блок питания. И это 12-ваттный блок питания, 12 вольт 1 ампер. Слушайте, короче, я его сейчас подключаю, и мы быстренько его тестируем. Тут-то и тестировать нечего, нам нужно посмотреть его покрытие и скоростные характеристики. Именно с вот этого вот интерфейса управления мы и начнем. Вы видите здесь два вана, подключенных первичный и вторичный. Объясню. Данный роутер, несмотря на его дешевизну, поддерживает два ван-порта. То есть вы можете сюда завести два провайдера и работать либо в балансировке нагрузки, либо в отказоустойчивости. В отказоустойчивости он будет менять двух провайдеров при, допустим, потере коннекта с одним из них. Ну, вернее, с основным у вас есть основной. И давайте я вам сразу-то буду показывать. Мы видим здесь два провайдера подключенных. Если пойдем с вами в интернет, двойной WAN, и у нас можно, видите, подключен первичный WAN, это у нас подключен обыкновенный провайдер, на вторичный WAN он делается из LAN-порта, из любого, можно от первого до третьего выбрать и подключить второго провайдера. У меня стоит сейчас балансировка нагрузки 3 к 1, можно поставить отказоустойчивость, это в таком случае у вас будет, допустим, отпал основной провайдер, подключился второй, и вы не видите даже перехода практически. В данном случае я использую балансировку нагрузки при, допустим, одногигабитном роутере, вообще полностью на гигабитном, потому что у него даже Wi-Fi 80 МГц всего лишь ширина, как бы его дешевизна об этом говорит. Получить больше гигабита на балансировке, откровенно говоря, тяжело. Но то, что разные устройства будут получать одномоментно полный гигабит, вот это вот прелесть. То есть, например, в вашей квартире будет 10 устройств. Половина из них пойдет, ну, при разных вариантах конфигурации балансировки нагрузки, половина пойдет из них, допустим, на одного провайдера, половина на другого, но все они будут находиться в одной подсети, то есть они будут видеть друг друга, взаимодействовать друг с другом, но с внешним миром они могут взаимодействовать по разным каналам, обеспечивая максимальную производительность. То есть по сути 1 плюс 1 гигабит на разные устройства. Это очень классная тема. Поэтому очень действительно актуально. Мы сразу же начинаем с вами тесты производительности. И тесты производительности у нас начнутся именно с нашего интерфейса роутера. Здесь есть встроенный тест. Мы просто-напросто тестируем на любого провайдера. Это мы сейчас тестируем WAN 1 гигабит. То есть мы с вами получаем максимальную скорость. Это провайдеры в пределах моего города. И это всего лишь теоретическая, ну, этого физическая, фактическая возможная скорость самого порта WAN. Сейчас мы видим 540, 550. Сейчас мы будем серию тестов делать. Мы видели, в серии тестов у нас уже делалось. 914 на выгрузку была. Мы можем выбрать любого другого провайдера. Например, какую-нибудь хату выберем и получаем здесь приблизительно такие результаты. Все зависит от самих провайдеров. У многих свечи, кстати, стоят даже гигабитные, чтобы вы понимали. Тут еще провайдера надо нормального выбирать. В моем случае провайдер нормальный, но все равно максимальную скорость мы увидим с вами при тестировании уже на наш сервер. Хата всегда на выгрузку была слабая. Давайте попробуем какой-нибудь CityNet. Здесь мы видим на загрузочку больше. Вот здесь вот чистый гигабит, конечно. CityNet всегда был неплохим провайдером, но лучше того, на чем я сижу, пока нет в Запорожье. А это гигабит. Провайдер гигабит, кстати, в Запорожье рекомендую. Вот, видим, да, с вами сейчас гигабит на гигабит. Вот когда честные провайдеры, тогда удобно работать. И это фактически тест на внешний мир. Для того, чтобы оценить максимальную теоретическую возможную скорость, то есть мы все равно должны закрепить нашими тестами на наш сервер, который поднят на 2,5 гигабит на линии, специально поднимаем для тестов. Мы ждем сейчас коннекта. Ethernet у нас подключен со стабильной скоростью 1000 на 1000. Мы стартуем тест и получаем опять же чистый подтвержденный гигабит. То есть у роутера честный WAN-порт и LAN-порт. В данном случае мы тестируем два порта. У нас подключены LAN и подключен WAN. Оно проходит транзитом от LAN к WAN. И WAN идет на внешний наш сервер. То есть 985 мегабит. Здесь учитывается и служебный трафик, и на выгрузку. Сейчас мы средний посчитаем.
и увидим с вами 985,9. Это максимально, что можно получить. Идеально. Также мы должны с вами протестировать Wi-Fi 5 ГГц. Идем с вами в админку. Смотрим, подключился к нашему Wi-Fi. Да, подключилась AX52 5G. Канальная скорость 1200 на 1200 в 5 гигагерцовом диапазоне. Wi-Fi 6. Все нормально у нас. Хочу сразу обсудить именно сам по себе в админке самого роутера Wi-Fi. Мы видим, у нас здесь есть 2,4 диапазон, вот 2,4 ГГц. 2,4 поддерживает Wi-Fi 6 режим, 802.11ax. Ширина канала может быть миксованная 20-40, может быть либо 20, либо 40. И каналы стандартно от 1 по 13. С шифрованием WPA3 персональным максимальным. Кстати, это очень неплохо для столь бюджетного роутера. И в 5 ГГц диапазоне у нас, соответственно, в столь дешевом роутере и то, что он гигабитный, нет 160 МГц. В принципе, он здесь и не нужен. На 80 МГц мы получаем максимально гигабит по Wi-Fi, поэтому 80 МГц вполне достаточно. Каналы от 36 по 140 для моего региона. Тут все зависит от региональных ограничений вашей страны и вашего роутера. Сразу же будем тестировать Wi-Fi. На наш внутренний сервер максимально возможная скорость у нас составит, мы сейчас с вами посмотрим и увидим, 800, ну давай, 800, 900 покажешь? 900, это Wi-Fi, 5 ГГц на 80 МГц ширины канала. 895, мы должны с вами сделать серию тестов, конечно же. 895 на 900... Ничего себе. Короче, 5 ГГц Wi-Fi действительно очень неплохо. На 900, а ну-ка, 75. Давайте еще раз сделаем. И потом можем даже на внешний мир сделать, для того, чтобы, ну, как бы не было у нас никаких вопросов. Так, 900 с мелочью. Вот сейчас Wi-Fi выровнялся. Ну, вообще Wi-Fi надо тестировать более долгое время. Он пока разгоняется. Это не LAN J45. И здесь все-таки у нас есть некоторые моменты. 947 на 900... Сейчас мы среднюю увидим. На 986. Мы с вами в 5 ГГц получили максимально возможную скорость на 5 гигагерцовом Wi-Fi. Так, также мы тестируем с вами 2,4 ГГц. Давайте пробуем. Обновляем. Стартуем. И получаем с вами максимальную скорость в 2,4. Уже разогналась она у нас. 200 мегабит. 200 мегабит. Сейчас еще покрытие будем определять. 200 мегабит на... Ну сколько? На 170, на 190. Слушайте, 200 на 200 это максимально, что мы в лабораторных, ну 200 у нас было в пике, максимально, что мы в лабораторных условиях с вами можем разогнать его. Чтобы вы понимали, все тесты делаются в идеальных условиях. В идеальных лабораторных. И вот эти вот вопросы, а как у меня в квартире будет? Я не знаю, как у вас в квартире, я не знаю, как у вас устроены стены, какая у вас конфигурация квартиры, как оно отражается от стен. Дело в том, что у некоторых существует обманчивое мнение о том, что почему-то сигнал Wi-Fi должен пробивать стены. Чтобы вы понимали, то, что пробивает, это ионизирующее излучение. Если бы сигнал Wi-Fi пробивал стены, он бы пробивал бы и вас. И вы бы уже точно от этого Wi-Fi давным-давно скопытились бы. Это я, конечно, образно говорю. Wi-Fi — это сигнал, который отражается. И отражается он может даже через мелкие какие-то щели идти, каким-то образом рассеивается. Интерференция сигнала, так называемая. И начинает там мигрировать по вашей квартире, огибает. Для этого и придумали в них технологию бимформинг на самом-то деле. Давайте еще раз 2,4 проверим. Поэтому мы с вами вот имеем такой результат. Я думаю, что нам нужно сделать тест покрытия. Тест покрытия будем делать тоже на внутренний сервер нашей студии. И мы сейчас на нашем смартфоне делаем базовый замер скорости прямо возле роутера. И потом мы должны с вами отойти, допустим, на наши определенные углы студии 84 квадрата и получить какой-то определенный процент падения. Елена, вы нам нужны. 550 мегабит мы видим, мы сейчас берем на загрузку, на отдачу там своя будет история, и видим пинг 5 и джиттер 1 миллисекунду. Сейчас отходишь за пределы студии, за металлическую дверь, и там уже
проводишь замер. Так, отдаем Елене, нажмешь на старт, только не давай ему заснуть. Давай. Когда хлопнет дверь, я тебя услышу. Чтобы вы понимали, квадратура нашей студии 84 квадрата. Зачастую данные роутеры, вот AX52, я AX53, кстати, использовал в паре с GT AX ROG Raptor 6000 как mesh-точку. У них покрытие действительно будет немного меньше. У них нет столько усилителей, например, как в топ-роутерах от Asus. Но, допустим, для какой-то двухкомнатной, хорошей полнометражной двухкомнатной квартиры и с размещением его в каком-то центре квартиры, в правильном размещении, он будет покрывать ее полностью. Это действительно большой плюс. За его цену. То есть цена-то тут играет важную роль, цена и обновленный процессор все-таки. Ну что там? 450 на 320. 450 на 320. Да, хороший результат. Падение у нас составило сколько? 15%? Подожди, иди сюда. А ты точно? Ты куда отходила вообще? Да нет, это хороший результат. Это действительно хороший результат. Дело в том, что в X53 было меньше. Слушай, а давай увеличим радиус. Мне интересно. Просто, ну не в туалет, а знаешь, вот куда вторая дверь. То есть у нас получается сейчас, это будет уже третья дверь. Дело в том, что у меня сейчас в студии стена есть дверь. Она выходит за вторую стену, за вторую дверь. А подойди туда к третьей двери. Просто действительно у него покрытие немного лучше, чем у X53. То есть они доработали покрытие, убрали USB. Вот в данном случае мне нравится. Ну что, получилось? Слушай, то же самое? Да ладно. Что не сделали с роутером, а? Что, серьезно? 437 на 332, ребят. В 5 ягодцах. У него увеличился пинг, у него увеличился джиттер, правильно, она удалилась. Давай попробуем 2.4 сейчас. Сейчас базовый замер сделаем. У него очень неплохо работает Wi-Fi на покрытие. Для его цены. Сразу говорю, это не топ-роутер. Не путаем. Сейчас базовый замер скорости делаем на смартфоне. Так, 130, ну в среднем там 120, 130, 110. Ну 2.4 я прогнозирую, что будет работать немного хуже. Давайте 120 на, ну вот базовый какой-то. И тоже сразу иду туда, самый дальний. Да, на третью дверь. То есть это какая-то у нас конфигурация среднестатистической трехкомнатной квартиры получается. Здесь 3 комнаты большие. Тут больше, да? Ну да, 84 квадрата. Давай, 120 на 130 я обновляю. Давай, иду. Ждем. Но пока что мне нравится. Мне нравится. Ждем Лену. 43-32, да? Ну, здесь уж падение. Ну, я прогнозировал. Но при этом он все равно смог показать результат. И падение у нас получается порядка 70%, но для 2.4 в текущих реалиях Wi-Fi 6 роутеров это абсолютно нормальный результат. С учетом того, что он не потерял коннект. У меня были роутеры, я вам по секрету скажу, одного известного производителя, беленькие, которые в 2.4 на этой дистанции теряли коннект. Я не буду говорить их называть, это будет нечестно, но те, кто в теме, они, да, я думаю, догадаются. По покрытию зачет. Хорошо, зачет. Давайте посмотрим еще, что есть у нашего роутера в админке, и будем уже переходить, скажем так, делать выводы. А в админке у нас есть стандартная карта сети, есть возможность iMesh подключения, то есть он поддерживает Asus iMesh Wi-Fi систему, возможность организации гостевых сетей, стандартной организации без гостевых порталов, к сожалению, но и цена роутера опять же оправданная. Диспетчер трафика есть с QoS. Слушайте, с мониторингом, ну, скорость интернета мы с вами уже тестировали, это понятное дело. И, кстати, вот они наши, скажем так, серии тестов. Я ничего не обманываю, вам что мне показывать? Так, родительский контроль. Отлично. Включить блокировку всех устройств. Это просто блокировка доступа в интернет для всех подключенных устройств. Я этого не понял, зачем это нафиг надо.
честно вам скажу. А вот включить родительский контроль, но здесь у нас, видите, NAT надо будет отключить. Честно, не очень понимаю такой родительский контроль, поэтому будем считать его базовым. Давайте выберем устройство технозоны. Что мы можем сделать? Мы можем с вами редактировать расписание доступа, по сути. Очень-очень базовый, очень-очень базовый родительский контроль. К сожалению, нет фильтра сайтов, нет фильтра у нас... А ну смотрим, блокировать, отключить. Нет фильтра у нас различных моментов, имеется в виду там клубничных сайтов, игровых сайтов. Здесь просто расписание. Ну, есть как есть, опять же. За эту цену мы не ожидали ничего лучшего. Беспроводную сеть мы с вами уже разбирали, кроме того, что здесь есть еще дополнительно WPS, WDS, фильтр MAC адресов беспроводной сети, настройки радиус. И в профессиональном режиме у нас есть более тонкие настройки, в котором вы можете довести свой роутер до, скажем так, совершенства. И в 2,4, и в 5 ГГц, то есть это нормально. Кстати, вот здесь мы видим, что есть универсальное формирование луча, это в том числе это именно наличие бимформинга, то же самое управление OFDMA и другими плюшками Wi-Fi 6. Также есть список блокировки перемещений, но это у нас уже для тонкой настройки Mesh. В локальной сети все стандартно. У нас есть LAN IP, DHCP сервер, маршруты и есть поддержка IPTV, немаловажный момент. Управление коммутатором. Объясняю, у нас есть управление Jumbo Phrase, привязывание, агрегирование каналов. Мы можем с вами агрегировать LAN 1 и LAN 2 роутер. Мы можем два канала сагрегировать в 2 гигабита. А вот давайте подумаем, если у нас есть агрегация LAN 1 и LAN 2, и у нас на LAN 1 и LAN 2 будет что? У нас с вами будет там, например, NAS сервер. Что она нам дает? А ничего не дает абсолютно, потому что роутер гигабитный, к сожалению. Но агрегирование каналов по 802.3 AD есть. Я не ожидал этого увидеть в роутере за эти деньги. Asus, какого хрена здесь вообще есть агрегация каналов? Он стоит, как я не знаю, как пару банок пива, ну я утрирую, конечно. И в нем есть агрегация LAN. Ничего себе, я вам честно скажу, удивлен. В самом управлении WAN у нас есть тоже очень много разных настроек, в том числе мы можем его подключать через автоматический IP, статический PPPoE, PPTP, L2TP, универсальные варианты подключения. Есть у нас NAT, есть UPnP, DHCP сервер само собой. И здесь у нас больше ничего такого интересного для нас нет. Единственное, хочется посмотреть по DNS серверам. Да, мы можем с вами нажать и назначить. Мы можем назначить, например, различные DNS сервера, допустим, для блокировки там спама, для блокировки каких-то моментов. Объясню. Вы можете блокировать вплоть до рекламы. Здесь есть, например, сервисы AdGuard, Clean Browsing. И, например, если мы выберем Clean Browsing, то он будет блокировать доступ ко всем взрослым сайтам. Видите, здесь написано Blocks Access to all adult. Ну, не буду дальше перечислять. Google и Bing переходят в безопасный режим. Это очень удобно, если, допустим, вы там дома, у вас много детей, подростков. Это очень хорошее дело. Также у нас здесь есть Clean Browsing, блокирование доступа к фишинговым, спамовым и различным зараженным доменам или сайтам. Это очень удобно. То есть вы можете здесь просто сами выбирать, ничего не искать. Вы можете выбрать разные варианты DNS, и у вас включатся эти опции. Есть переадресация портов, есть переключатель портов. Есть поддержка демилитаризованных зон, DDNS и проброс NAS под стру. Ну, Amazon Alexa нас не интересует. IPv6 есть поддержка. VPN. По VPN. Даже в базовых роутерах Asus, в самых базовых, есть поддержка PPTP, OpenVPN, WireGuard, IPsec VPN. Это в качестве VPN сервера. И есть VPN-клиенты. Мы можем с вами добавить профили, а из профилей у нас есть OpenVPN, PPTP и L2TP. То есть мы с вами можем здесь создавать и сервера, и клиенты. Также у нас здесь есть поддержка InstantGuard. Brandmauer, базовый Brandmauer. Ничего здесь сверхъестественного нет, но наличие Brandmauer хотя бы базового, это уже нормальный вариант. Администрирование. Здесь все абсолютно
стандартно. Мы можем с вами выбрать беспроводной роутер, режим точки доступа, режим повторителя, MediaBridge, либо узел iMesh. В разделе «Система» мы с вами можем управлять временем, мы можем с вами включить капчу, например, на вход, и можем провести, в принципе, тонкие настройки, вплоть до включения веб-доступа из WAN, то есть мы можем получать доступ из внешней сети, если у вас, допустим, белый статический IP-адрес, или, например, включить SSH и включить Telnet. Также у нас есть тут обновление, абсолютно все стандартно. Ну, кстати, есть обновление. Я вот не проверял, как только получил. У роутера последняя версия, но можно попробовать найти бета-версию прошивочки. Также у нас есть управление настройками, сохранить можно обратная связь, кстати, обратная связь прямо из роутера. И тут еще есть сетевые утилиты, такие как Ping, Traceroute, NSLookup и различные моменты по типу NetStat и Wake on LAN. Кстати, он поддерживает Wake on LAN. Я готов проходить и резюмировать данный роутер. Вот в базовом варианте они сделали, действительно, они его улучшили. Да, убрали USB, но изменения процессора, изменения в плане улучшения покрытия, я не знаю, с чем это связано, скорее всего, с убиранием самого USB, и действительно получился неплохой роутер. Переходим. Слушайте, в качестве выводов я скажу, для домашнего использования очень даже неплохой роутер. За его деньги, вы можете по ссылке в описании под видео посмотреть, сколько он стоит. За его деньги, действительно, с возможностями двойного WAN, с возможностями его покрытия, улучшенного покрытия по сравнению с более старой версией AX53, который у меня был, я думаю, что вот для полноценной большой двухкомнатной квартиры очень даже неплохой вариант. В трехкомнатной, если очень большая, можно даже меш-сеть собрать из двух таких роутеров, у вас будет максимальное подключение. Мы его, конечно же, рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.